Когда две противоположности встречаются, они естественным образом притягиваются. Когда они пытаются слиться, а не объединиться, они производят огромное количество энергии, они дают искры, они вызывают перемены, а иногда даже причиняют боль. Так было с цивилизациями Лиры, которые пытались интегрироваться в звездные системы Веги и Сириуса. Конфликт начался там, но энергетически расширился и охватил Орион. Его начало было положено конфликтом на Лире. С течением поколений он перерос в новую расовую войну на Орионе. Со временем каждая сторона обрела связь с тем, за что она сражалась. Однако молчание продолжалось, потому что урок не был усвоен. Оставки были очевидны. Отрицательная сторона продолжила идею служения себе. Согласно их философии, если человек служит себе, то служит и целому. Но они не понимали, что, применяя эту философию, они отрицают целое. Это выражалось в потребности в господстве. Это были действительно темные времена. Господство предполагало поведение, с которым люди Земли никогда не сталкивались. Генетические манипуляции с родословными были обычным делом в попытке разбавить или сконцентрировать власть. То, что люди знают как черную магию, было обычной практикой. Существа были так сильно напуганы собственным страхом, что нападали на всех, кто отличался от них. Легенды — это меч и колдовство. На Земле — слабые воспоминания, хранящиеся в памяти эфирных клеток с темных времен Ориона. Положительная сторона воплощала идею служения другим. Они верили, что единственный способ выжить — это быть покорным даже до стадии самопожертвования. Ситхи черпали силу в страсти. Они глубоко задумываются только о себе. Джедаи бескорыстны. Они заботятся о других. Таким образом складывалась интересная динамика. Были те, кто доминировал, и те, кто охотно играл роль жертвы. Позитивные чувствовали, что для поддержки целого правильно служить целому и отказаться от себя. На самом же деле они по-прежнему отрицали себя как полноценную часть того самого целого. Добро пожаловать в первую часть нашего мини-сериала о нашей галактической истории. Что ж, время пришло. Добро пожаловать в новый эпизод «Скрипс». Для меня это большой праздник. Цивилизация Ориона была одной из немногих, которая достигла уровня технологического развития, находясь при этом в состоянии напряженного духовного конфликта. Это произошло, пока продолжалась драма. Все началось с элементарного эмоционального манипулирования, которое перешло на другой конец спектра — манипуляции с использованием высокотехнологичных инструментов. С точки зрения реинкарнатов, если можно так выразиться, одни и те же души возвращались снова и снова, меняя стороны, пытаясь найти способ привнести равновесие в эту неиссякаемую, нескончаемую битве. По мере развития философии сопротивления стало ясно, что они должны подавлять высказывание своих идей. Вместо этого они решили символически поглощать, они позволили людям прийти к ним. Они стали похожи на черную дыру, которую нельзя было увидеть, но сила и импульс их энергии были мощными, как тихий ветер. Тихо, постепенно, но как только наносится удар, он превращается в разрушение. Их организация называлась «Черная Лига». Символом их борьбы стал черный дракон. Начался новый аспект драмы. В борьбе было три аспекта: доминаторы, сопротивление и жертвы. Черная Лига довольно успешно освещала усилия доминаторов, также известных как Империя Ориона. Однако этого хватило лишь на то, чтобы остановить их натиск. Дошло до энергетического тупика. Вы понимаете, о чем я? Цитирую его прямо. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы вставить скобку, которая, как мне кажется, должна быть вставлена сейчас, иначе есть вероятность,
что то, что будет сказано в этом эпизоде и в последующих, будет понято немного неправильно. Суть в том, что все это происходит здесь и сейчас, и у нас есть возможность исследовать и погрузиться в очень близкие параллельные реальности, которые могут дать нам почти полную картину того, что произошло, и того, что мы называем историей. Бессмысленно, говорим ли мы об истории нашей планеты, об истории в галактических терминах и о том, что происходило с расами и теми, кто был до нас, теми и теми, кто будет после нас. Идея состоит в том, чтобы осознать, что отсутствие истории уже является историей. Поняв, как происходят эти процессы, человек осознает, что то, что читается как линейная история во времени, на самом деле состоит из взаимодействий, как я уже сказал, множества параллельных реальностей и различных эфемеров, суммы множества вероятностей. Все они складываются вместе, как и геометрия эклиптики, и они меняются в каждое мгновение. Стоит только осознать, что на самом деле означает идея настоящего, и как каждое мгновение меняет всю реальность. Необходимость осмыслить все в том, что мы называем линейными терминами и нашей историей, это часть игры и правил, которые мы приняли в физической жизни. Это нормально. Просто когда мы по-настоящему поймем голографическую, изменчивую природу истории, какой мы ее знаем, мы уже никогда не будем смотреть на нее по-старому. Развертывание всего сущего состоит из множества различных, накладывающихся друг на друга реальностей и постоянно динамично меняется каждый раз, когда делается выбор в пользу перемен. Не только на уровне общества или окружающей среды, но и на уровне личной истории. С каждым новым выбором выбирается и новый человек, которому необходимо переопределить себя и создать свою новую историю. В нашем будущем эта история будет гендерно осознанной и соответствовать тому, как мы определяем себя в настоящем. Будущее истории — это будущее прошлого. Очень открытая гибкая система, в которой прошлое также не определено, как и будущее. Вероятность того, что та или иная вещь станет вашим будущим, также изменяет вероятность того, что может стать вашим прошлым, потому что все является проекцией элективной мелодии бытия в настоящем моменте. Единственное, что существует, это момент здесь и сейчас. Все, что происходит, и все, что, как вы думаете, произойдет, это проекция, отражение конкретного выбора стояния. И когда вы меняете выбор позиции, все остальное тоже меняется. Будущее и прошлое — это лишь зеркальные проекции и образы того, что вы выбрали в данный момент. Эти отражения также иллюзорны, как отражения в зеркале. Они не имеют реальной сути. Это игра отражений, в которой они присутствуют, а мы — вибрационные существа, играющие в игру отражений под названием «Живи-живи». Это физическая голографическая реальность, которую мы выбрали для своего опыта. Все мы — энергия, от которой невозможно отделиться, но мы можем мечтать о том, что покинули ее, чтобы испытать больший восторг и страсть, когда вновь обретем ее. В душах этих угнетенных людей царило отчаяние. Они знали, до какой степени империя Ориона контролирует ситуацию. Империя придумала, как контролировать астральные тела. Смерть больше не была свободой. Многие люди изучали древние знания о путешествиях в измерениях у еретических учителей. Молодые люди терпели неудачу, но те, кому это удавалось, находили способ навсегда покинуть систему Ориона. Благодаря сосредоточенной медитации и отстранению от массовых сознательных представлений Ориона, небольшое число людей смогло покинуть свои тела и успешно направить канал или сфокусироваться на существах, которые сбежали или возродились на Земле с Ориона. Как только эти существа становились мишенью, существо Ориона могло создать окно, через которое можно было путешествовать. Когда оно проходило через это окно и воплощалось на Земле, это существо терялось в массовом сознании Земли. Это был механизм безопасности, и он действительно работал, потому что если они не знали своей личности, кто они на самом деле, их не могла выследить империя Ориона. С растущим отчаянием Черная Лига решила бороться еще активнее. Их люди играли на обеих сторонах, контрабандные донесения информаторов
привели к еще более активному сопротивлению. Они начали использовать тактику, позаимствованную у доминаторов. Конечно, все это делалось во имя свободы, но в конце концов они поняли, что в данный момент свобода недостижима, и конфликт только усилился. Несмотря на все усилия, Черная Лига не могла понять, почему ей не удается освободить жертв. Они начали впадать в уныние. Люди изголодались по духовности, но все, что было, это грызущая пустота и страх. Ничего не помогало. На протяжении нескольких поколений Черная Лига оставалась застоем, просто идеей и ничем больше. Затем произошло нечто чудесное. За несколько поколений духовной беременности в ней начало прорастать. Семя. Появилась душа, воплотившая в себе все надежды и мечты расы Ориона, и в ней не было ни ненависти, ни страха. Когда он родился, его надежно укрыли в энергетически и эмоционально нейтральной среде глубоко внутри планеты, чтобы он не стал поляризованным. Когда он достиг зрелого возраста, то начал преподавать. То, чему он учился, стало проливать новый свет на борьбу. То, что он предлагал, могло покончить с ней раз и навсегда. Он изучал и преподавал универсальные законы Вселенной. Один из них гласит, что интеграция не может быть достигнута через негатив. Черная Лига сражалась с огнем, создавая лишь огонь вместо мира. Нам нужно интегрироваться, чтобы найти точку пересечения двух полярностей, чтобы наступило истинное равновесие, или то, к чему мы действительно стремимся, чтобы мы могли сказать, что уже являемся целым. Нам нужно любить, а не бояться. Идея мира и свободы заключается в том, чтобы быть любимым настолько сильно, что человек готов жить этим в своей душе, несмотря на внешние проявления. И вот Черная Лига осознала, что их намерения были благими, но их действия порождали все больше и больше того, что они ненавидели больше всего. Это осознание произошло на массовом уровне. Оно открыло новые двери духовности для жителей этих угнетенных миров. Им предстояло пройти долгий путь, но теперь они хотя бы знали, с чего начать. Как только динамика стала осознаваться на более высоких вибрационных уровнях, было решено трансмутировать эту энергию, выйдя в галактику и начав все сначала. С этих высших уровней они обратились к основателям с просьбой помочь им выбрать мир. Главная задача состояла в том, чтобы обеспечить этот новый мир всеми необходимыми инструментами для начала трансмутации энергии Ориона. Основным инструментом была свободная воля, выбор, а не драмы, связанные с контролем Ориона, а также скрытый код ДНК, который вызывал бы желание сохранить общество, если бы стало возможным самоуничтожение. В качестве мира была выбрана Земля. Затем основатели начали привлекать различные физические группы для реализации начала Земли. Земля проявляла драму Ориона в попытке сбалансировать полярность на протяжении всей истории человечества, падение Атлантиды, Римской империи и продолжающиеся религиозные войны. Это примеры того, как паттерны памяти Ориона выходят на свет, чтобы затем погаснуть. Перед лицом всех этих драм человеческая раса выжила и удержалась от тотального угнетения. Однако человечество продолжает играть в ту же динамику. Мы продолжаем создавать для себя войны, чтобы соревноваться в них. Мы продолжаем создавать для себя ситуации, чтобы выпутаться из них, чтобы доказать себе, насколько мы сильны или как мы гордимся. И движемся ли мы к идее истинного счастья, свободы и мира, которые отмена, и не повторять программы, заложенные в те времена, так сказать, и готовы ли мы не повторять события Атлантиды, Ориона, Вторая мировая война, Древней Болгарии. Что нужно сделать по-другому, чтобы на этот раз, наконец, может быть, для всех нас все произойдет по-другому? Замечательно. И действительно, небесным путем. Современная цивилизация Ориона, существующая в том же временном континууме, подобно нынешней Земле, уже исцелившейся от своего конфликта.
Поскольку Земля все еще отыгрывает прошлое Ориона, пытаясь уравновесить его для себя, основной контакт, который человечество получает от Ориона, воспринимается как негативный. Феномен людей в черном, а также некоторые проявления структуры иллюминатов воспроизводят потребность в контроле из прошлого Ориона. Теперь давайте перенесемся за пределы Земли и отправимся на Орион. Веганы, которые со временем колонизировались там, начали создавать идентичность как орионцы. В основном эти орионцы имели смуглую кожу с чертами азиатов или коренных американцев и темные волосы. Они прошли через долгий период самоанализа и развития своих духовных практик. В итоге это привело к расколу, в результате которого некоторые из орионов, уже утратившие свою веганскую идентичность, еще больше раздробили свою идеологию. Некоторые из них предпочли остаться в уединении и развивать свои практики. Некоторые из них решили расширить систему Ориона и использовать духовные практики как способ построить великую цивилизацию. Мы движемся во времени довольно быстро, и в конечном итоге произойдет вот что. Замечательные духовные практики, которые поддерживали связь веганов с их божествами, начали использовать и злоупотреблять ими. Они были насильно навязаны другим людям, которые в итоге превратились в одну из самых полярных цивилизаций, когда-либо существовавших в галактической семье. Таким образом, от этих скромных истоков орионская культура развилась до такой степени, что у нее появилось правительство, обладающее огромными умственными способностями, причем не только энергетическими, но и технологическими. Они поддерживали абсолютный верховный контроль над населением. Они держали население в полном обнищании на каждом шагу. Вот как умирает свобода. Коллективные аплодисменты. Для примера масштаба драмы. Орионцы в конце концов создали то, что они назвали сетью Ориона. Это было электромагнитное поле вокруг их планетарных систем, которое фактически захватывало души людей после их смерти, чтобы душа не могла покинуть систему. Сеть заставляла душу реинкарнировать обратно в систему. Идея свободы воли существует везде, но когда вы подвешиваете общество, и оно не знает, что у него есть самоопределение, ему кажется, что оно есть. У каждого нет выбора. Именно так орионам удавалось продолжать перерабатывать души в систему, загоняя ее все глубже и глубже во тьму. Дошло до того, что с орионами не могли связаться другие цивилизации извне. Они полностью изолировали себя. Каждый раз, когда внешние силы пытались спасти несчастных жертв Ориона, их уничтожали. Минуту назад мы говорили, что рептилоиды колонизировали Орион. Они были в некотором роде родственниками, но их не обязательно считали орионцами. Они были видом-сателлитом. Им было позволено приходить и уходить, манипулировать по-своему. На самом деле они не были частью сети Ориона. Их не держали в сети. Как можно возродить цивилизацию, которая кажется такой безнадежной? Сначала была империя Ориона, которая в вашей мифологии «Звездных войн» похожа на империю Дарта Вейдера. Были люди, которых угнетали и держали в бессилии. А затем со временем появилась третья фракция — борцы за свободу. Эти борцы за свободу могут быть связаны с джедаями в мифологии «Звездных войн». Вспомните, откуда взялась цивилизация Ориона из веганского мистицизма. Джедаи — это очень реальные воспоминания о нашем наследии. Они почти идеально запомнились в нашей мифологии. В мифологии Фрэнка Херберта Дюна они также представлены как подпольные борцы за свободу, называемые фрименами. Идея одна и та же. У нас есть отличный урок. Орионские борцы за свободу называли себя Черной Лигой. Черный значит скрытый, хотя у Черной Лиги были самые чистые намерения — освободить людей и принести всем суверенитет, научить всех связи с Источником. Они верили, что бороться с огнем можно только с помощью огня. Поэтому, сражаясь с Империей, они просто использовали те же методы, что и Империя, и отвечали огнем на огонь. Нельзя сражаться с огнем также огнем и ожидать, что в результате
вы достигнете мира. И в какой-то момент стало понятно, что эта методология не сработает. И просто этот конфликт не закончится, если он будет продолжаться таким образом. Говорят, что эти изображения могут вызвать множество воспоминаний у каждого из нас. Так ли это? Некоторые планеты в системе Ориона были очень пустынны. На них есть ряд пещер и подземных туннелей, образованных в основном из лавы. Некоторые из них были построены. Черная Лига жила, размножалась и имела довольно большое общество в серии из множества пещер. В мифологии Дюны это выражается через общество того времени, которое является прямым воспоминанием о Черной Лиге. Наши воспоминания проявляются в так называемой фантастике, так что будьте бдительны. Империя никогда не знала, сколько на самом деле членов у Черной Лиги. Они долгое время не понимали, что это целое общество и его население огромно. Они занимались всевозможными духовными практиками, чтобы отключиться от сети Ориона. Время от времени они собирали своих священников вместе, чтобы провести ритуалы и церемонии, которые открыли бы в сети дыру, достаточную для того, чтобы душа священника смогла вырваться и найти убежище в другом мире. Иногда им это удавалось. Местом убежища, куда они направлялись, было то, что мы знаем как нашу родную планету. Однако для них это мифическая идея, идеал, я бы сказал, свободы. Покидая Орион в поисках убежища, жрецы находят Землю, и империя, поняв, что люди бегут, естественно, следует за ними. Таким образом, события на Орионе и в сети Ориона более или менее метафорически или фигурально, буквально или не очень, переносятся на планету Земля. Несколько иным способом, но многое, очень многое остается от этой памяти, которую мы исключили. И мы совершаем поступки и выбираем убеждения, и создаем целые миры в своих головах до тех пор, пока мы связаны с подтекстом, который, возможно, если мы осознаем, возможно, если мы примем как информацию отсюда, мы не будем делать и продолжать делать определенные вещи тем же самым образом. Может быть, мы подумаем, что пришло время действительно перейти к другой перспективе и осознанию внутри себя. Готовы ли мы начать делать осознанный выбор, а не как? Сознательные, успешные люди 21 века. Болгария, а как сознательные творцы реальности, люди, осознающие силу всего потенциала и поток, который проходит через них постоянно, 10 в минус 4 степени раз в секунду, и невозможно отключиться от этого потока. Единственный шанс, который у нас есть, это притвориться, что мы подстраиваемся, пока это выгодно. Исследовать эгоистичные желания и манипуляции, которые могут, пока снова не наступит то состояние метки и агонии, что мы потеряны и нам больше нечего делать. Не потому, что их нет, не потому, что мы не знаем, а потому, что мы сознательно выбираем не идти дальше, разворачиваться, бросать себе вызов, чтобы снова найти себя по-новому, чтобы сделать других счастливыми, не повторять ошибок тех, кто был до нас, быть готовыми к большей ответственности, но только ради тех, кто нас окружает, ради каждого, потому что нет, не каждой земле нужно то, в чем она больше всего нуждается. Таким образом, Земля — это продолжение драмы Ориона, коррелирующей с большей частью нашей послепотопной истории до наших дней. Говорят, что некоторые представители Старой Империи все еще пытаются контролировать людей, но как бы плохо ни обстояли дела на Земле, это ничто по сравнению с тем, что некоторые из нас пережили в системе Ориона. Представьте себе на мгновение, что вы живете в пещерах, там очень сухо, рабов обычно водят с собой, как вы видите на Ближнем Востоке, на Земле, церемонии, ритуалы и множество собраний с глубокой страстью к свободе. Параллельно идет Вторая мировая война, нацистское сопротивление. Многие из этих бойцов сопротивления — бывшие члены Черной Лиги, которые уже знают, как противостоять империи, но не только внешне, но и духовно и энергетически. Это темное время, в которое многие люди не хотят вступать. Это одна из важнейших частей вашей истории.
Она рассказывает о том, кто вы есть сейчас и почему вы стали тем, кто вы есть. Она помогает вам вспомнить, каков истинный результат. Выход никогда не будет заключаться в сражении. Он лежит в принятии и интеграции другой полярности. Решение никогда не заключается в борьбе. И даже не верьте в эту историю. Украсть моральный вывод. Решение всегда в дополнении того, что, казалось бы, является нашей полярностью, контрапунктом, и то, что мы никогда не соединим, и то, что мы никогда не найдем в первом пункте. Решение всегда находится, когда мы решаем сделать этот симбиоз, эту синхронность найти, а не просто баланс, а способность видеть вещи с третьей точки, которая рождается только тогда, когда мы объединяем два несоединимых мира, тогда, когда мы готовы выйти из рамок и сказать: «Эй, знаешь, а ведь тот, кто стоит сбоку, может быть прав. Дай-ка я посмотрю, где я блуждаю, честно признаться ему. На самом деле, ссориться и развязывать войны — это иллюзия. Мы можем найти третий путь, другой путь, в котором в конечном счете мы уважаем то, что каждый из нас делает по отдельности, но также объединяемся там, где мы можем объединиться, потому что в конечном счете вместе мы действительно сильнее». Будьте уверены, спасибо вам и оставайтесь с нами очень скоро. Следующую часть, потому что мы еще не закончили, и напротив, третья первая начинается. Сказка из отголосков галактики. Продолжение следует.